А здесь уже чувство солидности, деловитости, вот более представительный автомобиль, и это не отнять. Не такая технологичная, менее экономичная, но при этом более надежная. Жестко, но и по большому счету и доверие не внушает. Но такой проблемы здесь нету. Здесь нет таких серьезных заломов, что при желании все можно раскритиковать. Но то, что он не скучный, без всякого сомнения. И достаточно посмотреть на задние шины, чтобы понять, в каком состоянии ходовая. Если уже начинается эта тема. О, 9-й аккорд подъехал. Так, по красоте. Приветствую вас, ребят! Вы на канале Юра. Кто на канале в первый раз, ему это ни о чем не говорит, это не важно. Важно то, что у нас сегодня Honda Accord, японский аргумент в D-классе. Я прошу прощения, буду в очках, потому что глаза уже сужаются. Кто хочет купить себе D-классу 2008, 9, 10 годов, там 11, это очень хороший аргумент, если вы не хотите ничего ваговского, то есть Passat, ну вот, А4 Audi, на 4 Audi подороже. Если вам Mondeo не идет, PSA, вот, Peugeot 407, к примеру, вот, Citroёn C5 вам вообще никак не заходит. Это все вам не подходит, хочется чего-нибудь другого, Camry 40 для вас простая, то это очень хороший вариант для покупки, потому что у автомобиля есть свои сильные стороны, есть за что его любить. Машина была представлена в 2008 году, она мне очень нравится внешне. В сравнении с 7-м аккордом, да, она какой была, такой и осталась, это D-класс переднеприводный, но в сравнении вот с 7-м аккордом, она стала уже более представительная, более статусная, деловая. Потому что 7-й аккорд, он больше заточен в сторону спортивности. Такой спортивный, четкий парень, свой, там, амбициозный, но все же без опыта. А здесь уже чувство солидности, деловитости, вот более представительный автомобиль, и это не отнять. Уже как Camry. Переднеприводный седан, да, но более деловой, более статусный. Особенно в черном цвете и на таком лите 19-м. Я не говорю, что 7-й аккорд выглядит плохо, а там тоже есть свои амбиции, свои манеры, своя философия, своя концепция автомобиля. Она заточена в более сторону спортивного стиля. Да, принципиально другой она не стала. Это переднеприводный седан D-класса, как был, так и остался. Если в сравнении с Sorento, первый и второй, я снимал, первый это был внедорожник рамный, второй это уже стал кроссовер, то здесь таких принципиальных отличий не произошло. В сравнении с 7-м аккордом здесь более плавно четкие линии грани. Я не говорю, что в 7-м, 6-м аккорде там были просчеты в дизайне, нет, но там все равно более спортивный стиль, более резкие переходы, более рубленые формы. Здесь тоже, на первый взгляд, автомобиль агрессивен, у него есть свои амбиции, вот так себя показывает, свой характер, представляет себя, тоже важно, но все равно здесь больше спокойствия, умиротворенности такой, хотя есть и агрессия. По ходовой, спереди уже не Макферсон, уже в виде трапеции передняя ходовая выглядит, сзади, разумеется, многорычажка. И ходовая, с точки зрения ее надежности и долговечности, стойка к нашим дорогам. Да, жалобы были, что задние пружины проседают, и начинается уже износ резины с внутренней стороны. Ну, то есть, как, допустим, вот у меня на B6, я тоже показывал, было видео подбор B6, там на той машине было очень четко видно, я там бросил кадр, что как там изнашиваются сайлентблоки на рычаге, в котором становятся пружины, вот они тоже проседают, и уже тоже начинает есть протектор с внутренней стороны. То есть это уже проблема давно известная всеми, и достаточно посмотреть на задние шины, чтобы понять, в каком состоянии ходовая. Если уже начинается эта тема, тогда уже нужно вмешиваться и отстегивать на замену сайлентблоков, пружинам, амортизационным стоек, то есть все, что требует замены, проще говоря. По кузову. Кузов — это тоже сильная сторона автомобиля, потому что в сравнении даже да, с Passat'ами, с Mondeo, это еще один помимо внешности плюс жирный этому автомобилю. Вот ходовая, вот внешность, также и сам кузов, ребят. Потому что если какой-то скол, он не начинает быстро становиться коричневым, нет тут уже сквозных коррозий, такой вот, ну, конечно, с возрастом машины не молодые, они уже старше 10 лет.
Первое я имею в виду. В 2011 году был произведен рестайл, машина стала еще покрасивее. Я не говорю, что это некрасиво, но та еще более красивее стала внешне. В 2013 они конвейер свой покинули. И по кузовам здесь были свои недостатки. В первую очередь то, что у нашего автомобиля тоже есть люк, но я таких косяков не заметил, что происходили заломы. Заводской брак, что были заломы после 3-5 лет эксплуатации, были заломы у крыши возле люка. Но такой проблемы здесь нету. Здесь нет таких серьезных заломов, что вот, заводской брак был. Насколько была такая информация, я так особо ни у кого ее не вычитал, такой массовой проблемы. Может, у кого-то единичный случай, может, кто-то скрывает эту проблему, не знаю. Но все же такая информация была, я вот ее заметил. Улетала планка верхней решетки радиатора, слабое крепление ее. Самое главное, то, что будет интересовать людей, конечно же, это цена на эти машины. Сколько они сейчас стоят? На данный момент, на июнь 2022 года, цены начинаются от минимально 46 авто. И дорестовые, и рестовые я смотрел. Самые дешевые, конечно же, дорест. $7 тысяч, самое минимально 8-9, вот так вот начинается. 2.0, 2.4 бензинки. И самые дорогие, разумеется, рестайловые 14, 15, 16. Тоже 2.4, 2.0, но самые дорогие это 2.4, разумеется, бензин. То есть такие цены. То есть цены более-менее приемлемые, за 10-11 тысяч долларов что-то можно найти. Хотя это тоже деньги немалые, согласен, кто сейчас будет писать в комментах. По движкам. Здесь не было такой широкой гаммы двигателя. Были 2.0 и 2.4 атмосферные бензины и 2.2 дизель. 2.2 дизель. В целом нет что-то такого плохого, за что его можно прям раскритиковать жестко. Но и по большому счету и доверию не внушает. Были проблемы с запуском. Обновили в свое время программное обеспечение. То есть взять-то можно, но их, во-первых, и выбор меньше. Всего 46 машин продавалось, не так уж много. И дизелей мало, но 2.0, 2.4 бензин. Лучше все же брать бензин. У японцев бензины лучше получается, чем дизеля. Насчет 2.0. R20A, 156 лошадей, 195 крутяшки, 81 поршень, ход его 96,9, больше, чем у Вага даже. Степень сжатия 10,5, нет гидриков, поэтому тепловые зазоры нужно регулировать раз в 40-60 тысяч километров. Ну, смешанный расход около десятки, чуть меньше, там 9,7 заявлено вроде. Требователен качество топлива и масла, этот, кстати, тоже. Шумный клапан вентиляции картера в доресте, шумная именно его работа. Но, опять же, в ресте исправили, уже шума такого не было от него, не издавалось. Ресурс 2.0 R20A заявлен 300 тысяч километров, это гарантийный отход, он и больше. От плохого качества топлива, разумеется, лягут лямбды. Также опоры двигателя выходили из строя, растягивалась цепь, натяжители выходили из строя, натяжители забивают, нужно также их менять и не забывать об этом. У нас 2.4 К24А, такой же алюминиевый блок, рядная четверка, 16-клапанная алюминиевая ГБЦ, 201 лошадиная сила при 7000 оборотов, 192 крутящего, 400, 87 поршень, ход его 99. Степень сжатия 10,5. Также нет гидриков, такой же цепной привод ГРМ. Тепловые зазоры также нужно регулировать. Ну и по проблемам. Изнашивался выпускной распредвал, треск шестерни фазорегулятора. Но таких повальных проблем я не вычитал, что да, он трещит, шестерню меняет, все равно трещит. Но таких повальных проблем, что серьезная поломка это приводила, таких проблем не было. Особенно если молиться регулярно, все будет в порядке. Изнашивались опоры до двигателя, также течь сальника, колена. Потом также растягивается от 100 до 200 тысяч, растягивается цепь ГРМ. На натяжителе тоже не нужно забывать. Это нужно все вовремя делать. Также требовательное качество топлива и масла. Также от плохого топлива лягут лямбды. То есть те же проблемы, что и 2.0 по большому счету. И у 2.4, и у 2.0 будет стук неотрегулированных клапанов. Если вы их не помните, когда регулировали, но тоже таких повальных проблем нету. Многие люди заезжают на 150-200 тысячах. Регулировать тепловые зазоры не нужно. Тоже все от эксплуатации зависит, как автомобиль обслуживался. Но все равно возможен стук неотрегулированных клапанов. Загрязняется дроссель. И на 2.4 еще была проблема в том, что перегревался 4-й цилиндр. Но это у первых двигателей, первых лет выпуска.
Я не говорю, что я последняя инстанция, так что дополняйте в комментах владельца этих машин, чтобы мы нашли правду, истину. Истина рождается в споре. И, может, мы поможем тому, кто будет такую машину себе присматривать в покупке. То есть мы можем помочь этому человеку. По коробкам был автомат и механика шестиступенчатая. Механика шестиступенчатая стала длиннее в сравнении. Передачи стали длиннее в сравнении с седьмым аккордом. И насчет автомата были проблемы, что слабые подшипники нужно будет менять. Конечно, нужно в раз 60 тысяч менять масло, не забивать на это. Да, от большого пробега и будут и стуки, и рывки, и все остальное, особенно как автомобиль обслуживался, эксплуатировался. Но тоже повальных проблем от владельца, жалоб нет. То есть это тоже тема весьма спорная. По салону. Первое, по двери. Вот дверь настолько легко закрывается, и так дрожит, звона не происходит, но так дрожь такая легкая, заметная. Я думаю, на камеру это будет вам видно, что складывается впечатление все равно больше к CB классу, к такому. Потому что после вот B6 у меня все равно так ощущение массы какой-то, и что дверь закрываешь, что-то есть такое, ну, мол, потянуть, дверь потяжелее, по ощущениям. Я начинаю понимать людей, которые, то у меня был обзор на E60, E61, и вот в сравнении с 39-кой тоже были жалобы у людей, то, что нет ощущения массы, вот этого вот звука, более мужского, серьезного закрытия двери. Да, в случае, не дай бог, пускай это вас обойдет, но в случае ДТП дверь не несет особенно такой уже силовой конструкции, она не предназначена для гашения удара. Гасит стойка, лонжеронная, силовая структура кузова. Но есть такая вещь, как первое впечатление, которое никуда не девается, и все равно первое впечатление уже, ну, уже не то, уже машина в этом проигрывает. Ну да, бог с ним. В целом, насчет дизайна, от интерьера салона можно спорить, можно находить недостатки в расположении каких-то кнопок, отсутствие в чем-то логики, что-то не то, лучше бы так расположили, а не так. Можно раскритиковать, при желании все можно раскритиковать, но то, что он не скучный, без всякого сомнения, он не скучный, салон просто топчик. В сравнении с вот, немцами, японцы хороши тем, то, что я уже упоминал не раз в своих видео, то, что у японцев все равно не такие бедные комплектации в минимальном оснащении автомобиля. Комплектация все равно богаче, чем у минимального немца. Все равно вот японцы этим выиграют. Все равно даже вот не сильно мощный двигатель, но комплектация автомобиля достаточно серьезная. Вот, да, по материалам пластик жестковат. У меня в B6 вот пластик мягче здесь. Появляются скрипы, да. Люди советуют всякие смазки, споры насчет этого возникают. Да, пластик жестковат. Износ материалов происходит достаточно быстро. Вот я 6-ю Мазду снимал тоже. Там после 100 тысяч уже тоже износ сидений, уже затертость, износ салона сразу проявляется. Салон можно перешить. Вот я снимал А8 Д2, там салон перешили. Перешив салона там стоил $770. С материалами не самыми дешевыми, одними из самых дорогих материалов. И качественно это сделано. $770 обошелся весь салон. Можно перешить дешевле. Вот. Руль уже здесь перешит, это заметно. Конечно, возникает уже больше 200 тысяч километров пробега. Да, материалы изнашиваются, появляются скрипы. Сиденье бывает скрипит. По рулю я люблю трехспицевые рули. Это подушка. Красивый руль, удобный. Ну, это расположение информации, бортового меню, круиз. Есть лепестки, что очень важно. Сейчас ехал, кайфанул. Хотя в спорт-режиме они, по сути дела, и не нужны. По сиденьям самое главное, кожа, есть подогревы, но сейчас лето, есть и вентиляция, то есть комплектации претензий нет. В принципе, самое необходимое есть. Круиз, климат-контроль, ну на худой конец, хотя бы кондиционер, но лучше, конечно же, климат-контроль. Автомат-коробка, подогревы и вентиляция сидений. В принципе, необходимый жесткий минимум присутствует. Регулировки все электронные, здесь тоже не докопаться, все отлично в автомобиле в этом плане. Как я сказал, в сравнении с 7-м аккордом кузов стал более пышным, более плавным, обтекаемым, более солидным внешне. И он
кажется, что больше. Особенно на фото кажется, что он гораздо больше от 7-го аккорда. 7-й как будто C-класс, а это уже D. Так визуальное впечатление создается. Но в салоне этого не чувствуется. Салон все равно более массивным не стал. Расположился удобно, но такое... Я не скажу, что в тесноте. Да, есть пространство, но все равно задним пассажирам, позже еще об этом поговорим, все равно места маловато сзади. Это да. Вот. Но электроника, по сути дела, эпилепсией не страдает. К электронике претензий нет. Да, глючат парктроники, но вот от старости все не могут глюкануть. Где-то обрыв цепи, это подогрев может не работать. Здесь работает все, машина в ухоженном состоянии и была у заботливого владельца. Но вот такие вот проблемы возникают. Также на рестовых автомобилях после 100 тысяч километров пробега выходил из строя блок управления рулевой рейкой. Лучше ставить до реста, они надежнее. То есть нужно брать автомобиль, в который и создавать свой. То есть вот дорестовую ставить, если вы рестовый автомобиль покупаете. Дорестовый блок управления рулевой рейкой. Вот клапан, вентиляция картера, чтобы не шумел. Вот такие вот нюансы и менять, что от чего лучше подходит. Что лучше в ресте ставить от реста, что лучше от дореста ставить от дореста. И собирать свой автомобиль. Ну вот и по месту сзади. Несмотря на то, что подлокотник очень удобный, по классике 2 подстаканника, место уже впритык. Я, конечно, сам за собой расположился, мне удобно. Сидухи здесь достаточно низкие, и обзор не загораживает. Обзор хороший, но места маловато. Если сядет кто подлиннее и покруглее меня, то, конечно же, в сиденье он упрется. И в целом, конечно, кожаный салон должен быть всегда с подогревами сидений в зимний период, потому что это полезно для здоровья. Но все же я рекомендую установить накидки. Вот как я на своей машине сделал, все равно зимой будет вам теплее, ребят. Есть обдувы задних пассажиров. У нас не самая бедная комплектация. Здесь уже в комплекте идут часы. Если у вас нету, то допом автоматически. Но над головой место еще есть. В принципе, меньше кулака, но я головой не упираюсь. Но в принципе, если чуть-чуть повыше, то уже машина будет вас подъезжая расчесывать. Мягкий диван, хороший обзор, маловато места сзади, да, мало пространства. Очень удобный подлокотник. Вроде бы все неплохо, но это все фигня, потому что хрипят динамики. Были жалобы у людей, что хрипят динамики по музыке. Но это тоже все решаемо, это все можно заменить. По багажнику. Багажник здесь... Не сказать, что очень большой, но немало. Для D-класса, в принципе, пойдет. Есть ручки складывания спинок задних сидений, то есть в этом плане все продумано, косяков нет, но и багажник достаточно немалый. Для D-класса пойдет. Может, хотя и пространства достаточно, чтобы загрузить большой груз, но это не универсал. Если вам нужно что-то более габаритное, универсал вам больше подойдет. И еще хотел сказать насчет задней части автомобиля. В свое время, я думаю, ее нарисовали гораздо лучше, чем 7-й аккорд. Потому что 7-й аккорд менее продуман. Он не сказать, что уродлив сзади, но как будто что-то... Вроде бы ничего, но что-то не доработали. Вот не знаешь, к чему бы докопаться, но вот... Не знаешь, в чем просчет, но что-то не так. Здесь же такого чувства не возникает. Двойной выхлоп поправляет, конечно, внешний вид. Фонари задние, все красиво. И он пропорционально не обрублен, так как у 7-го аккорда более длинный капот и недостаточно длинный багажник. То есть, если смотреть сбоку, машина вроде бы как не дорисована полноценно. Здесь же такого впечатления возникает. Машина гармонично выглядит, сбоку все, никаких просчетов не возникает. Конечно, у всех будут претензии к дизайну, кому-то что-то не понравится, всем не угодишь. Но в целом автомобиль нельзя сказать, что в чем-то внешне есть просчет. Анализируя все факты, создается такое неоднозначное впечатление. То есть, если в сравнении с Camry 40-й, она ее обогнала, потому что 7-й аккорд это уже ушел в историю, она вышла, а Camry 40-ка еще производилась вот в 8-9 году, вот этих годах, она ее переплевывает и внешне, и по салону, по всем факторам потребительским все равно. Но у нас как-то больше любят Toyota, к Honda так более с опаской относятся. Хотя тоже все относительно. В плане технологичности здесь атмосферник на надежном автомате. У немцев уже менее объемные, но турбовые двигатели, уже роботы пошли. Сейчас уже все эти проблемы известны, все это решаемо. Я на Octavia 2 рассказывал. Ой, прошу прощения, на Superb 2. То есть DSG это наоборот, все уже рады, довольны ими, потому что уже все знают, как чинить. Уже полно решений и выхода из ситуации. То есть в этом плане они
получаются надежнее. Но в плане технологическом все равно больше внимания к себе потребует. Все равно многие люди просто боятся этого. Хотя здесь тоже свое масло должно быть в автомате, своя жидкость, насос гидроусилителя. Тоже, если у немцев есть возможность надо подзабить и залить то, что финансы позволяют, здесь только вот оригинал, у японцев именно свой. Хотя вот я на 7-м аккорде еще на некоторых автомобилях рассказывал, что вот насчет масла многие вот заливают, насчет масложоров в целом хочу сказать, многие заливают Lukoil Genesis, люди им довольны по допуску, масло не жрет, все прекрасно, то есть в этом плане вот можно сэкономить. По маневренности машина хорошо реагирует на руль, по яме этой, хотя автомобиль на 19-х катках и вроде не образец комфорта, но яму эту мягко он достаточно отработал, потому что я многие машины гоню в эту яму, чтобы посмотреть, как они себя поведут. Вот двойная педаль, вот я резче нажал, он до 4 до 5, продавил дальше, второй щелчок, в 6-7 сразу начинает дубасить. Машина очень хорошо понимает, она активная, бодрая. Не сказать, что это какой-то овощ инертный, нет. Она вот, да, это атмосферник, она как турбо не поедет. Да, но все же есть у нее запал, задор, на ней весело, не скучный автомобиль, не скучный. Несмотря вот на, не только вот внешне и на дизайн, но и также на повадки, все равно есть у нее это. Камри более вальяжная, более плавная, спокойная и тихоходная. Здесь все равно больше амбиций у автомобиля, что, конечно же, не может не радовать. По эксплуатации все равно вот преимущество немцев в том, что их больше запчастей в наличии, меньше что-то нужно ждать под заказ. И здесь кузов более надежный, более коррозионоустойчив, то есть меньше проблем, хлопот он доставляет. Кузовная работа одни из самых дорогих, ребят. И в целом, ну, решать, конечно, вам. Автомобиль неплох. Если вам PSA, Ваги, там, Ford Mondeo не нравится, Camry 40-ка, на мой взгляд, все равно ее тоже хотел бы протестировать. Если у вас есть, предлагайте, снимем. Но все равно Camry 40-ка ей проигрывает. Она все равно попроще и внешне по салону. Вот. Но Camry 3.5, конечно, побыстрее будет. Я вот еду, думаю про эту машину, поэтому прошу прощения за многократное повторение. Вот мысли вслух свои воспроизвожу. У него есть маневренность, он хорошо реагирует на руль, четко. На 19 катках он жестковат, на 17 будет помягче, но эти вот ямы, как обычно я гоню машины, проверяя, как они отработают ее, отработал достаточно мягко, не было такого удара, ну, не жестко. На 17-х она еще мягче бы это дело сделала, то есть не самая комфортная мягкая машина в D-классе тех лет, но не зубодробильно, уже хорошо, конечно. На уровне. По двигателю объемный, но не такой уже и прожорливый. Все-таки расход здесь еще более-менее приемлемый. По динамике, да, там турбо на роботе ее обойдет. Она более медленна в этом отношении. Салон обладает, ну, больше скрипов, износ материалов в этом плане. Вот немцы более стойкие к этим делам. По оснащению тоже можно спорить. То есть, если сухо подходить, короче, конечно, нужно выбирать из того, что есть, и брать машину в наиболее лучшем состоянии. Но здесь чувствуется уровень. Хорошая шумоизоляция у него, кстати. Насчет шумки, да, неплохо. Вот, не самая лучшая, но достаточно неплохая. То есть нету таких слабых сторон у автомобиля, за которые можно раскритиковать. Насчет скрипов, износа салона, это тоже все зависит от возраста и пробега. Если салоны разбирались, то у других немцев они тоже будут греметь точно так же. Это тоже не такой уже и аргумент серьезный на бэушке. Так, машина неплохая, есть концепция, она мне нравится, да, но иногда, но не иногда, вот достаточно часто, мне, потому что я привык к турбинам, все равно хочется турбину. Турбину, ну, ничем не заменить, только если к электрокару подцепиться на трассу и за ним полететь, то да. А так, в принципе, вот, ну, иногда хочется все равно долбануть, турбина-то поможет. Но в спорт-режиме эта машина тоже продемонстрирует свои сильные стороны.
Если вам подвернулся, вам нужен автомобиль на каждый день надежный, который еще поездит и не переоцененный, потому что сейчас сколько стоит новый автомобиль, C-класс, лучше купить такую машину. Вообще, любую D-класса, доработать там слабые стороны, что-то поменять и ездить на ней дальше. Это, конечно, более выигрышный и правильный вариант в теперешний момент. Расход самое главное, ребят, да. По расходу. Вот если ехать по трассе 110-120, вот машина ехала вот по М1 по трассе 110-120, 7,2, 7,5 литров. Вот так. Ну, только 95-й сюда, 95-й заливается. Вот 7,2, 7,5, 95. Потому что многим пофиг, все равно льют 92-й. Многим все равно по херу. Да, сам все равно 92-й льет. По городу, смотря какой город. Я уже в своем видео упоминал, потому что город городу рознь. Я вот, у нас большинство прямых по Бресту, и я вот спорил с таким же владельцем, владелец таким же большинством, как у меня, и мы спорили, он с другого города. Он говорит, конечно, у тебя расход меньше, у вас больше прямых. Так я говорю, все от города и зависит. Но, тем не менее, 11,8 средний расход показывает бортовик. Но по расходу топлива она будет сопоставима с Супербом. Вот я снимал Супер второй. Он был 1.8 TSI, но на DSG семерке. Вот, DQ200. То там, да, она жрет 7.8, 8.2, 8.5, тоже там в зависимости от дерзкого стиля езды. Ну, вот такой расход примерный. Но на механике, если брать, что многие DSG боятся, все равно сидит этот бзик у людей, все боятся, берут на механике. Если вы берете на механике 1.8 TSI, там, Passat, Супер, неважно, у тех же лет, то расход там завода заявлен 11,5, а по факту там тоже 12 она будет жрать по городу. 1.8 TSI на механике, то есть расход сопоставим, а здесь там, да, 1.8 турбо, здесь 2.4 атмосферник. Ну вот турбо и дает тот же эффект примерный, но вот такой же расход и будет у вас. То есть, да, немало, согласен, немало. Особенно вот мне, когда я привык к дизелю, чтобы жрал 7 литров. Взять уже Вага, TFSI 2.0, 1.8 на DSG, она все равно резче. Вот здесь за счет объема в 4, в 5 ее кручу, вот 80, да, она уже переключилась вперед. Но все же на турбе, на DSG, вот Ваги быстрее, да. Еду на этой машине, об этом я не думаю, потому что здесь 6-ступенчатый автомат, атмосферный мотор, то есть что хотеть, что ждать от машины. И здесь обращаешь внимание вот на интерьер салона, на агрессивный внешний вид. То есть на машине приятно с этой точки зрения ехать. Да, можно тоже поддержать, но все равно турбовые на DSG ее обгонят. Тоже двойная педаль, такой эффект был на Фиате Крома. Нажимаешь первый раз, вроде бы в тапку, машина плавно начинает брать. Нажимаешь еще раз, она дальше продавливается, вот в 6-7 тысяч выкручивает. К сожалению, нам не дают здесь долбануть. Нельзя судить по автомобилю, по человеку. Но все равно все судят, блин. Встречают по одежке, провожают по уму, но все равно встречают по одежке. Также и об автомобиле судят о человеке. Это неправильно, да, но все равно это есть. Ну, поддержать машина дает, конечно. Вот 7 тысяч крутит, переключает, вот машины выползают, из полосы в полосу не дают нам нормально долбануть. Ну, так контрольный срез. Машина берет хорошо, вот 106-7 тысяч уже и переключила, до 5 скинула, переключила, прет дальше. 120-140 прекрасно она разгоняется, хорошо. Супер второй, я вот пытаюсь эту машину оправдать, не то чтобы оправдать, а ее концепцию так нащупать. И если брать вот с пробегами 1.8 TSI, TFSI тех лет, там придется все равно вот менять поршневую, менять кольца, вот, доработать, а потом ездить. Ну, DSG там коробку перепотрошить. На это тоже нужно время. Я вот о чем. И это сломается, то нужно устранять. Здесь конструкция не такая технологичная, менее экономичная, но при этом более надежная. В финале очень тяжело. Что лучше?
там немецкая технологичность, экономичность, либо вот японская надежность. В принципе, и те заслуживают уважения, у каждого свои плюсы, свои минусы, и что выбрать, это очень тяжелое решение. Я бы, конечно, в идеале хотел бы оба автомобиля, и такой, потому что у каждого своя философия, у каждого свои сильные стороны, слабые стороны есть у всех. А если конкретно что-то, ну, для меня выбор очень тяжелый, потому что все машины заслуживают уважения, это слоган канала моего. Спасибо, ребята, что смотрели, ставьте лайки, делайте репосты, смотрите 6-7 аккорд на канале, подписывайтесь в телегу, там все свежие новости. Я освещаю также все ссылки на соцсети в описании. Счастливо!